Не знаю, как кто относится к экранизациям компьютерных игр, но лично я в восторге от такого. Как минимум, потому что можно быть уверенным в том, что будет очень интересная и красивая картинка и какой-никакой, но сюжет, чего очень не хватает современным фильмам. Конкретно от этой ленты я ожидал получить те ностальгические и приключенческие эмоции, что когда-то мне дали такие фильмы, как Лара Крофт, Индиана Джонс, ну и конечно же Сокровища Нации. Для тех, кто не в теме, это в основном приключенческий экшен со всякими там загадками, типа историческими фактами и конечно же юмором. Ну и шо, получилось ли новому фильму стать хотя бы похожим на культовые боевики? Как всегда, без смс и регистрации, спойлеров и оценок, лайк, если понравится. Давайте по порядку. Uncharted на картах не значится. Сюжет тут очень простой и банальный, о том, как какие-то ребята собрались найти давно потерянную кучу сокровищ, принадлежавшую некогда тому самому Магеллану. Ну и как это обычно бывает, нельзя просто так взять и найти. Нужно у кого-то что-то украсть, где-то влезть в драку, а где-то банально постараться выжить. Вообще это знакомство с героями, как говорится, оригин персонажей, о том, кто такой Нейтан, как он познакомился с Салли и с чего вообще вдруг они решили стать искателями сокровищ. По сути, у нас в фильме два главных персонажа. Первый — это Нейтан Дрейк, молодой охотник за сокровищами, который притязает на звание потомка знаменитого английского исследователя сэра Фрэнсиса Дрейка. Слово «молодой» тут главное, так как фанатам игры будет слегка необычно наблюдать за юным парнем вместо 30-летнего опытного мужика. Второй — Виктор Салли Салливан, единомышленник Дрейка в деле поиска сокровищ, его наставник и человек, к которому Дрейк будет относиться как к отцу со временем. Ну, для начала нужно понимать, что это попкорн-муви, который ни в коем случае не метит в сторону реализма или каких-то исторических фактов. Это своего рода такая сказка, если можно так выразиться, которая нацелена на то, чтобы просто развлечь зрителя. Забегая наперед, тут очень много ляпов и несостыковок, но на это нужно откровенно забить. С самого начала фильма, вот с первой секунды, нас погружает в очень красивый экшен. Тут сразу можно оценить его масштабы. Он присутствует во всем фильме, время от времени врываясь между огромным количеством шуток. Экшен и юмор — это вообще те основные компоненты, из чего состоит весь фильм. Не могу сказать, что тут все на высшем уровне, но со своей задачей, а именно развлечь зрителя, лента справляется на все 100%. Я поначалу думал, что это будет что-то максимально серьезное, с кучей каких-то тайн, загадок, исторических фактов, и в принципе тут это все есть, вот только без какой-либо серьезности, что откровенно идет только в плюс. Хронометраж ленты почти 2 часа, но это практически не ощущается, так как фильм динамичный и там постоянно что-то происходит. В фильме много сцен было взято напрямую из серии компьютерных игр Uncharted. Это является как отсылкой, так и фишкой, так как весь фильм пропитан экшеном, пускай моментами без каких-либо твистов, но тем не менее все боевые и не только сцены сделаны максимально необычно. Хотя местами мультяшность компьютерной графики и бросается в глаза, но как я говорил ранее, этому фильму прощаются все мелкие недочеты и ляпы, так как не в этом суть. Еще одним плюсом этого и по факту всех приключенческих фильмов является обилие локаций, которые встречаются по ходу повествования. Это может быть как просто куча стран и континентов, так и разные пещеры, катакомбы и вот это вот все. Пускай у фильма рейтинг всего лишь 12+, авторам все равно удалось показать большое количество перестрелок и смертей. Многие даже отличились особой жестокостью. Композитором ленты выступил Рамин Джавади, известный многим по сериалам «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», а также фильмам «Дракула» и «Тихоокеанский рубеж». В общем и целом все очень атмосферно, громко и эпично. Каким бы простым ни показался фильм, в плане приключенческого экшена к нему вопросов нет. Это не фильм года, не лучшая экранизация игры или лента, которая будет претендовать на несколько номинаций на Оскаре. Это максимально легкий, веселый, динамичный фильм с большим количеством хороших шуток и, конечно же, отсылок. Как в самой игре, так и на разные фильмы и прочее. Это интересный Том Холланд и Марк Уолберг. Это красивая картинка и приятные пару часов, проведенные в кинотеатре. Ну, как-то так. Ну а шо?